Если линия отрезная, отдельно лиф и отдельно юбка, имеется талиевый шов, можно сантиметр-полтора удлинить расстояние до линии талии по боку и плавной линией сойти к старой линии. Естественно, юбка притачивается по стандартной прямой линии, без вот этого учета фрагмента. Вот карандашом обозначена удлиненная часть для топа. Юбка обозначена ручкой, штрихом, как обычный прямоугольник. Вот это расстояние притачиваться будет вот в эту линию ровную, и оно изменит вот эту длину общую, вот до сюда. На вот этот отрезок вот это расстояние станет длиннее. Сохранится это расстояние, находиться больше будет именно вот на этом же участке. Для цельнокроенного рукава важным нюансом является расположение бокового шва посередине проймы. Это позволит иметь одинаковый равный шов длины бока, равные длины нижнего среза рукава. В случаях с ластовицами варианта В это позволит формировать ластовицу равную для переда и спинки. Более схожая будет перед и спинка в важных для равности отрезках. Не будет тянуть так вперед или назад, когда с середины проймы равными участками влево и вправо на перед и на спинку идет шов, а расстояние до окончания рукава от равной точки, то и свобода, и все распределяется равномерно. Более равномерным оказывается расстояние от этой точки посередине проймы до точки окончания плеча. Оно более схоже с такими же расстояниями по низу рукава для симметричности и неперекручиваемости. Абсолютно так же база для малообъемных изделий может быть с отводом спинки. Если образ мягкий, свободный, то отвод центра спинки не нужен. Все так же, как в изделиях с точным рукавом. Если изделие не отрезное по линии талии, то удлинение, полученное проймой от перевода выточки части, должно соответствовать изменению длин всей части ниже плеча опорной линии и центр спинки, за счет чего можно произвести эти изменения. Если изделие отрезное, то получается, что есть два среза. Верхний, горловина, плечо, нижний, талия. И вот расстояние между горловиной, плечом и линией талии и может быть удлинено за счет прибавки. В отрезном изделии линия талии проводится ниже на некоторое расстояние. Стачивается она там же, где и ранее. И вот это вот изменение, оно располагается вот в этом участке. Допустим, у нас была спинка 40 до линии талии по телу и до притачивания юбки. Добавим сантиметр, у нас будет 41 сантиметр на этом же расстоянии. То есть 40 сантиметрам спинки будет соответствовать 41 сантиметр спинки изделия. Если изделие не отрезное и над линией притачивания добавить с несколько миллиметров, сантиметров невозможно, то это добавляется через линию верхнего среза. Повышается линия середины спины, центр горловины. Повышается точка основания шеи, линии выточки повышаются, если они остаются. Окончание плеча
отражается также выше, повышается. Длинам спины соответствует уже большая длина изделия. Также, чем свободнее образ, тем больше эти изменения. Для легких тканей, понятное дело, берутся меньшие числа. Для более плотных тканей, для верхней одежды, пиджаков расстояния берутся большие. Удлинение бокового среза в свободных объемных изделиях приведет к вздергиванию спинки, если длина осталась той же, неизмененная. Это, естественно, не нужно. Поэтому изменение длины бока должно быть симметрично изменением других участков. Относительно спинки. Повышение линий должно соответствовать расширению горловины. И она будет изображена более спокойной, плавной линией. Если изделие так уже не прилегает к шее, то, естественно, форма линии должна быть более плавная, спокойная. Бывают разные модели, и свободные изделия, в том числе с цельнокроенным рукавом, иногда строят с достаточно большим расширением горловины. Например, до середины плеча. Если рукав достаточно мягкий, свободный, широкий, ткань объемная, она может значительно тянуть вниз. При широкой горловине она имеет меньшую площадь опоры, больше стягивается вниз. Мало того, что горловина растягивается, так и изделие перекашивается больше вниз. Некоторое время назад был популярен стиль одного открытого плеча, когда все изделие перетягивалось на одно плечо, и другое оставалось открытым. Но для определенных моделей это запланированная оттяжка, перекос расширенной горловины на одно плечо для открытия другого плеча. Если у вас такой эффект не предусмотрен, то при свободных моделях, мягких формах, сильного расширения горловины делать не стоит. Также по спинке. Если, что более вероятно для варианта В, хотя и для варианта Б можно, но все-таки в меньшей степени, раз рукав достаточно объемный. Если спинка с центральным швом и отвод есть, отвод криволинейный, не полностью закрытая выточка, переведенная в пройму, оставшуюся часть можно перевести, например, в спинку. Соответственно, это тоже ее приподнимет. Первым моментом является удлинение проймы и параллельное расширение, повышение длин участков спинки для гармонии образа, чтобы не было прилегающим изделие по спине, по центру и более массивный объемный рукав. Но последующее действие – это перенос шва. По центру переда также проводится изменение. После частичного перевода раствора выточки пара сантиметров переводится в пройму, но плечо также не будет прилегающим, плечевой шов по плечу самому. Соответственно, здесь также производятся изменения, повышение этих точек. Повышение производится и по спинке, и по полочке. А вот добавление параллельно к линии плеча спинки некоторого расстояния, чтобы перенести шов со спинки вперед на полочку, это уже зрительный образ. С полочки снимается, на спинку наращивается. Изменение объема с помощью наращивания длин, формирование силуэта, создание формы. А перенос шва параллельно со спинки на полочку – это зрительное восприятие положения шва.
Вариант Б, который сохраняет в себе выточку плечевую, строится за счет того, что пара сантиметров с плеча переводится в пройму, чуть приподнимаются. Также и по спинке небольшое количество выточки переводится, ну, допустим, из 2,5 сантиметров, сантиметра полтора переводится в пройму. Дальше приподнимаются у горловины и у плеча на некоторое расстояние точки конечные. Рукав имеет свою ширину по наклону плеча. Чем свободнее последующие образы, чем больше переносится выточки, чем меньше ее остается в своей области, тем более значимые числа применяются для поднятия линии горловины, конечной линии плеча, выточки. Меньший формируется наклон плеча относительно линии горловины. Здесь будет больше свободы. Рукав будет шире. При варианте Б рукава для того, чтобы здесь было больше свободы, чтобы он гармоничнее смотрелся, конечная точка повышаться может значительно, гораздо больше. То есть применяются разные цифры, и при разных материалах, разных фигурах, разном желанном образе только вы можете подобрать, какие это числа. Поэтому лучше заранее припуски давать большие. И числа могут разниться. Допустим, точка основания шеи может быть приподнята на сантиметр, а окончание плеча, допустим, на 2. В связи с тем, что получается разная ширина низа одного рукава по спинке и по переду, ширина изначально планируемая может быть разная. То есть, планируя общую суммарную ширину по низу, допустим, 30 сантиметров, можно запланировать и, соответственно, изменения в базу проводить под планируемый рукав, допустим, для равных по переду и по спинке. Из 30 это может быть, допустим, 15 и 15. Но можно и 14, например, 16. Это не является ошибкой. Все зависит от модели, от наклона плеча. Поэтому и перенос шва по всей длине рукава, по спинке, он также может быть большим, чем по переду. То есть запланировать больший подъем изначально можно, чем для наклона переда. Если видно, что очень большая разница, что шов уйдет от центрального положения в другую сторону. Одним из важных моментов является не забыть произвести все изменения. Как можно рассуждать при желании построить, допустим, простой вариант Б? Надо представить себе четко, какой формы лиф вы хотите. Мягкий или строгий, приталенный. Длину рукава. Какой ширины вы хотите для себя рукав по низу. Насколько вы предполагаете для себя возможным складки, больше, меньше. Попробуйте взять для подходящего лифа базу и, сделав небольшие изменения, всего лишь слегка удлинив пройму переда и спинки, произвести первые изменения: удлинение проймы для расслабления области между плечом и рукой. А дальше посмотрите на ткань. Нужны ли вам выточки, подходят ли они по данной модели, по данной ткани, по разбиению рисунка. Очень важно при построении наклона представить себе, как будет выглядеть рисунок на совмещении двух половинок.
Если вы понимаете все эти моменты, дальше можно моделировать. Например, вы решаете малообъемный лиф построить, запланировали длину и ширину рукава, определенную объемность. Если лиф объемный, изделие длинное, будет ли что-то его удерживать на талии? Если на талии его удерживает пояс или резинка, то представьте, какая может быть высота подъема руки удобно и комфортно. Подъем руки вверх при фиксированной талии должен быть комфортным за счет удлинения через напуск над талией. То есть берется дополнительная длина и по боку, и по спинке. Просто параллельная раздвижка изделия. Выкройка отрезается по линии талии. Между юбкой и лифом оставляется зазор в нужные миллиметры, сантиметры. И вот эта линия талии воспринимается как базовая. Можно промерить расстояние от окончания рукава при комфортно поднятой руке до линии талии и посмотреть, зафиксировать для себя, а при построении сверяться с этим числом. Будет ли рукав зафиксирован манжетами, резинками, чем-то на выбранной какой-то высоте, например, на запястье. Потому что это будет сдергивать изделие также снизу. В таком случае, возможно, необходим напуск и удлинением рукава. Эту длину также необходимо фиксировать. Также рекомендую, если изделие зафиксировано на линии талии, от линии бока промерить расстояние от вот этой теоретической линии проймы. Я в одном ролике говорила про узкий рукав, когда руку не поднять, что к линии оката, то есть к линии верхнего среза, проводится перпендикуляр. Это то расстояние, которое по линии руки минимальное, чтобы хватило длины изделия. Чем выше вы поднимаете руку, тем больше расстояние от вот этой теоретической линии, переходящей вниз, до линии по перпендикуляру к линии верхнего среза. И, соответственно, от линии талии, если она зафиксирована до вот этой точки, промерить расстояние при комфортно поднятой руке. И, соответственно, когда вы будете строить свои изделия, это расстояние должно быть не меньше, чем замеренное. Иначе изделие будет опять-таки вздергиваться. Сделать самому на себе это достаточно сложно, поэтому легче кого-то попросить, если есть такая возможность. Не полностью закрытая выточка, переведенная в пройму, оставшуюся часть можно перевести, например, в спинку. Соответственно, это тоже ее приподнимет. Первым моментом является удлинение проймы и параллельное расширение, повышение. Выточку по спинке можно заменить оставшуюся при посадке. Она будет гармоничнее смотреться. Для построения разных силуэтов используется разное углубление проймы. Но для проймы, которая значительно углублена, для создания разной ширины рукава, разной формы лифа, более мягких, более подчеркивающих изгибы тела, используется разная глубина проймы. Чем ниже линия глубина проймы, вплоть до талии, так называемая летучая мышь, уменьшается прибавка к ширине проймы. То есть базовая конструкция строится изначально со своими прибавками. Какая-то идет к груди, к пройме и к спинке. Чем ниже линия глубины проймы, тем меньший процент прибавки к пройме используется.
Пройма обычно это огибание боковой части стана, оформление плоскости переда, плоскости спины и отдельно плоскости бока. Боковой срез, расположенный здесь посередине, в обычной выкройке для изделия с точным рукавом, может располагаться ближе к спинке, например. И так или иначе оформляется подчеркнутость перехода от переда и спины к боку. Когда линия глубины используется очень низкая и рукав оформлен какой-то достаточно широкой вот этой частью подрукавной, когда при опущенной руке образуется здесь достаточно складок, то как таковой линии бока уже практически не остается. Перед и спинка сливаются в одну плоскость, и нет смысла выделять пройму. Даже если изделие малого объема, очень малого, по выкройке с малой свободой облегания, минимальной, базовой совсем, то перед и спинка настолько сливаются, что никакого оформления боковой части здесь не происходит, как отдельной плоскости. Поэтому нет смысла добавлять к ней какую-то прибавку. Они уже сливаются воедино в общий фрагмент. Боковая часть, там, где обычно располагается пройма, она располагается уже вот в этой рукавной части, воздушной, между плечом и вот этой вот круглой линией. Рука от тела не отделяется тканью, они в общей территории находятся. Исходя из того, что сначала берется база, а потом строится рукав, то прибавки к линии груди, полуобхвату, выбираются такие же, как для вточного рукава. Соответственно, к ширине проймы для малообъемных вещей используется большая прибавка. Для изделий свободного кроя, когда нет необходимости четко очерчивать линию бока, к пройме используется малый процент прибавки к линии груди. Соответственно, и для линий талии, выточки, для малых объемов используется как обычно. Для свободных силуэтов можно перевести их в складки, сборки, защипы. Для того, чтобы изделие при увеличении баланса изменения по спинке сохраняло свое положение. Когда я рассказывала о том, что для сохранения баланса при увеличении проймы, расслаблении рукава, расширении приподнимаются точки плеча, спинки, горловины, точки основания шеи, окончания плеча. Соответственно, и при поднятии точек и проведении через них линию плеча выше проходит и линия верхнего среза рукава по спинке. Да, это все соответствовало изменению баланса по спинке. До скорых новых встреч!